Квебеке, это франкоговорящая провинция Канады, вступил в силу закон, так называемый Биль 96, хорошо, что не 69, согласно которому по истечению 6 месяцев пребывания в провинции иммигранту блокируется доступ к государственным сервисам на английском. Он должен начать взаимодействовать с ними на французском. Почему меня заинтересовала именно эта новость и что она делает на канале про геймдев? Да потому что в процессе изучения материалов, связанных с этой новостью, я накопал кучу любопытнейшей информации, в том числе про геймдев, и возможные последствия этого закона для всей канадской индустрии, и хочу этим поделиться. Согласно официальным данным, в региональном геймдеве занято около 11 тысяч человек. Многие из них иммигранты, не знающие французского. И готовы ли они будут в сложившихся условиях остаться? Вопрос непростой. При этом местной казне игровая индустрия приносит почти $2 миллиарда в год. Местные главы студий уже выразили опасения, что Биль 96 помешает студиям в провинции, которые и так уже имеют проблемы на суперконкурентном мировом рынке по привлечению талантливых разработчиков. Группа из почти 140 лидеров технологичной индустрии Квебека подписала даже открытое письмо правительству провинции, в котором выразила несогласие с 6-месячным языковым ограничением, как с нереальным сроком для новичков, уже занимающихся судьбоносным переездом, а также с положением законопроекта о том, что все деловые контракты должны быть составлены только на французском языке. И прежде чем выразить свое личное мнение, я считаю важным рассказать про несколько любопытных фактов. Первое. Канадская провинция Квебек – одно из самых популярных мест в мире у игровых студий. Многие крупные международные компании имеют там собственные подразделения. Кадры в канадский геймдев привлекает налоговая система, предоставляющая очень выгодные льготы по сравнению со многими другими странами. Суммарный вклад игровой индустрии в канадский ВВП, примерно половина из которого приходится именно на Квебек, превысил уже $3,5 миллиарда. Благодаря чему аналитики оценивают состояние канадской индустрии как третье по величине в мире, после США и Японии соответственно. В стране насчитывается порядка 700 активных студий. Около половины из них расположены в провинции Квебек. К примеру, в Монреале находится один из 2 канадских филиалов Ubisoft. К настоящему моменту во всех игровых компаниях Канады работают более 30 тысяч сотрудников, и их количество постоянно продолжало расти до недавнего момента. Именно Квебек мог похвастаться самым сильным приростом талантов. Кстати, средняя зарплата в канадском IT держится в районе $4000 после уплаты всех налогов. Возможно, кому-то это тоже будет интересно. Канадский рынок видеоигр занимает почетное 8-е место в мире по обороту и превышает $2,3 миллиарда. И это с населением страны, которое не дотягивает даже до 40 миллионов. Около 60% канадцев считает себя активными геймерами. И второе, о чем я сегодня вам хочу рассказать. Не знаю, как вы, но я был изрядно удивлен фактически запретом английского языка в Канаде, которую я всегда считал страной с 2 государственными языками – английским и французским. Причем английским в среднем по стране заметно преобладает. Пришлось немного покопать информацию, и вот что в итоге выяснилось. Королевство Канада, хоть и находится под юридической властью действующей королевы Канады Елизаветы II, да, той самой Елизаветы II, которая королева Великобритании, в настоящий момент является 2-м по продолжительности царствованием монархом в истории всей планеты, да, та самая. Хотя она и правит Канадой, кстати, как и многими другими странами мира, если что, через своих генерал-губернаторов, однако каждое законодательное собрание провинций в Канаде может создать свою собственную конституцию. В наши дни лишь провинция Британская Колумбия имеет свою отдельную провинциальную конституцию с азартными играми и женщинами легкого поведения. Тем не менее, в Квебеке есть законодательные акты, такие как Хартия прав и свобод человека и, что нам особенно важно, Хартия французского языка, также именуемая как Биль 101. Это основной языковой закон провинции Квебек, главной целью которого является защита уникального официального статуса французского языка. И закон этот был принят аж в 1977 году. Главной долгосрочной целью этого закона была защита франкоязычного населения Квебека от ассимиляции и поощрение интеграции мигрантов в культуру франко-канадского большинства провинций. И вот не спрашивайте меня сейчас, как так получилось, что Биль 101 принят в 1977 году, а Биль 96 только сейчас, я не знаю. В результате принятия этого закона
В лингвистическом плане Квебек сейчас радикально отличается от своих непосредственных соседей тем, что французский является единственным официальным языком. Почти 80% населения провинции указывают французский язык в качестве родного, а людей, заявивших, что они говорят на французском дома, насчитывается даже более 80%. Знание французского языка также широко распространено даже среди тех, кто указал в качестве родного языка другой. Почти 95% населения провинции заявляют, что они способны говорить на французском самостоятельно или с комбинацией другими языками. И вот что мы сейчас по итогу имеем? В настоящий момент Квебек сталкивается с нехваткой рабочей силой, а в технологическом секторе нехватка квалифицированных кадров особенно велика. Успешные компании Квебека должны полагаться на глобальный найм и иммиграцию для стимулирования инноваций, а привлечение новичков в Квебек теперь затруднено в соответствии с требованиями нового закона о языке. И с одной стороны, я могу поднять руководство провинции, озабоченное сохранением статуса французского языка. Но с другой стороны, лично я, как глобалист, считаю, что человечеству давно пора перейти на эсперанто как единственный язык планеты Земля. А ситуация с геймдевом в Канаде на самом деле совершенно не критична. Просто, скорее всего, часть компаний откроет дополнительные англоязычные офисы в соседних провинциях, где с английским все прекрасно. Но вот непосредственно Квебек может в итоге и не досчитаться значительных налоговых поступлений в казну. А на этом у меня все. Играйте в игры, учите иностранные языки и путешествуйте. С вами был канал ProGameDev и его ведущий Иван. Пока-пока.